Здравствуйте, друзья! Вы на канале Speak Easy. Меня зовут Инна. Здесь я записываю видео, которые помогают изучать английский язык. Мы начинаем читать новое литературное произведение. Это роман, называется он «Переводчица». Автор этого романа – Чарльз Рэндольф. Этот роман относится к жанру современный политический триллер. Эта книга довольно-таки объемная, и поэтому, чтобы не затягивать чтение этой книги надолго, я планирую записывать видео в среднем длительностью по 10 минут. Да, и еще я хотела сказать, что это произведение адаптировано до уровня Pre-Intermediate. В этом видео мы разбираемся с текстом, мы читаем и переводим. А в описании к видео я оставлю ссылки на аудиозапись и на словарь. The Interpreter by Charles Randolph, Part 1. Читаем и переводим по предложениям. Chapter 1. The Voice in the Dark. Первая глава. Голос в темноте. Matobo, Африка. Действие происходит в Матоба, в Африке. The hot sun burned down on the small town. Палящее солнце сжигало маленький городишко. An old wooden sign above the road was shaken in the strong wind. Старый деревянный знак над дорогой раскачивался на сильном ветру. Shaken in the strong wind, если дословно трясся на сильном ветру. The words on it were unclear now, but it read. Слова на нем были нечеткие или неясные сейчас, но можно было прочитать. Welcome, President Edmund Zuvani. Добро пожаловать, президент Эдмунд Зувани. The car moved slowly down the road. Машина медленно ехала по дороге. The driver was a black African man. Водитель был черный африканец. Next to him, a fair-haired white man was writing a list of names in a blue notebook. Рядом с ним светловолосый белый мужчина писал список имен в синей записной книжке. Another white man with long dark hair sat in the back seat, holding two cameras. Другой белый мужчина с длинными черными волосами сидел на заднем сиденье и держал две камеры или два фотоаппарата. She refused to tell me her husband's name. The white man in the front seat shouted above the noise of the wind. Она отказалась говорить мне или называть мне имя своего мужа. Белый мужчина на переднем сиденье старался перекричать ветер, а если дословно, shouted above the noise of the wind, кричал над шумом ветра. The names of the dead are bad luck, the driver replied. Дословно, имена умерших или погибших – плохая удача. Можно перефразировать. Произносить имена умерших или произносить имена погибших не к добру, ответил водитель. Зувани murdered half the town. Зувани уничтожил половину города. Can their luck get worse? Разве может у них произойти еще что-то хуже этого? Если дословно, может ли их удача быть хуже?
The driver slowed the car. Водитель остановил машину. He can murder the other half. Он может убить вторую половину. The fair-haired white man put a gun and a new notebook into his bag. Светловолосый белый мужчина положил пистолет и новую тетрадку в свою сумку. He and the driver climbed out of the car. Он и водитель вылезли из машины. Stay here, the driver said to the cameraman. Оставайся здесь, водитель сказал фотографу. Slowly, the two men walked across the street toward a large old stadium. Медленно эти двое мужчин пошли через улицу к большому старому стадиону. Outside, two boys kicked a ball around the dry brown grass. Снаружи или рядом со стадионом два мальчика буцали мяч на сухой коричневой траве. One of the boys shouted to the two men. Один из мальчиков крикнул этим двум мужчинам. They want to show us the bodies, the driver said. Они хотят показать нам тела, сказал водитель. The boys took the men into a room inside the stadium. Мальчики завели мужчин в комнату внутри стадиона. There was a strong smell of death. Почувствовался сильный запах смерти. The men covered their noses and told the boys to go outside. Мужчины закрыли свои носы и сказали мальчикам выйти. In the dark corners of the room they could see piles of bodies on the floor. В темных углах комнаты они увидели кучи тел на полу. Zola now was written in blood on the walls. Да здравствует Зола было написано кровью на стенах. They started to check the bodies. Они начали проверять тела. They recognized some of the dead and found the names of others from the papers in their pockets. Они узнали некоторых из погибших и выяснили имена других по документам в их карманах. The white man pulled the notebook out of his bag and started to write. Белый мужчина вытащил тетрадку из своей сумки и начал писать. Suddenly there was a shout from one of the boys outside. Вдруг послышался крик одного из мальчиков, которые были на улице. Somebody's coming, the white man said. Кто-то идет, сказал белый мужчина. The two men ran out into the bright sunlight. Двое мужчин выбежали на яркий солнечный свет. There was nobody outside, only the two boys. На улице никого не было, кроме этих двух ребят. Дословно, only the two boys, только эти два мальчика. Slowly, one boy lifted a gun
and shot the black African in the chest. Медленно один мальчик поднял ружье и выстрелил черному африканцу в грудь. Друзья, это было последнее предложение в этой части. Я прощаюсь с вами и желаю больших успехов в изучении английского языка.